Всем привет! Вы на канале Контрольная рыбалка, и сегодня я предлагаю вам к просмотру офигенное видео о ловле на поплавок, где будут поклевки крупным планом, много рыбы, вываживания и хорошего настроения. Наконец-то первая рыба 2020 на поплавок. Ну что, смотрите, какой красавец. Это рыба. Эта рыба называется карп. Ой, он там игрался, пипец. Не представляете. Юпсель-мопсель, народ, слушайте, а я думала, он играет, а он по самые, помидоры себе захватил. Оп. 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 Целое утро шел дождь, и, к сожалению, никаких поклевок не было. Я сделала закорм точки и вернулась на нее, когда потеплело и появилось солнышко. И у меня наконец-то клюнул карп. Опять играет. Опять вот поднимает, друзья, поднимает. Смотрите, смотрите. Поднимает. Поднял его, видите, держит во рту. Очень осторожно берет. Вода холодная, видите, рыба малоактивная. Боится. Ай, красота какая! Смотрите, как высунул его. Обалдеть. Обалдеть, держит во рту. Ну вы на него посмотрите. Давай уже, пацан. Гони, убегай, давай. Слушайте, ну это прям какая-то лещевая поклевка, а не карповая. Сейчас вытягивала удочку, и у меня полностью съела наживку. Я перенаживилась вот так. И снова забрасываюсь. Ждем-с. Есть еще один народ. Я так и знала. Короче, ребята, они клюют вообще, как-то почти незаметно. Еле-еле водит наживку и все. Еще один. Еще один. Ух ты, ёпсель-мопсель, народ, там здоровая махина. Там, ребятки, здоровая махина. Офигеть. Да, одно удовольствие такое. Удочкой, конечно, катушечкой ловить. Все как надо. Но Юлиш у вас, как всегда, без подсака. Вы же меня знаете. Ушел, ну ничего. Нужен подсак, конечно, но подсака нет. К сожалению. Чтобы больше не было досадных сходов, я разложила подсак.
Смотрите, как удочка в дугу. Круто, ребятушки. Ух ты, красавчик. Ох ты, красавец. Одно удовольствие, посмотрите. Да, на удочку вам это не на фидер, не на закидушку. У меня там 0,14 поводок, малюсенький крючок. Он уже, видите, по фрикциону уходит. Поклевка была интересная вообще, еле заметно. Просто вот так вот в сторону уходил поплавочек. И я решила попробовать подсечь. И оказалось, это карп. Просто вот так вот он, интересно, сейчас клюет. Оп, еще один карпович. Есть. Еще поклевочка. Еще поклевочка. Еще поклевочка. Еще один. О, какой. Так. Опа. Блин, сильный какой народ. Бляха-муха. О, смотрите, на какой махонький крючочек. Как он не сошел. Одному ему известно, конечно, это. Практически сразу после заброса. Здесь вот вы можете увидеть, вон там, вон, видите, много-много-много кустов. Именно вдоль этих кустов ходит карп. Почему? Потому что карп – рыба, которой свойственно прятаться, и любой рыбе свойственно прятаться. Она либо находит себе какие-то места на дне, допустим, может быть, какие-то коряшки, завальчики или что-то еще, либо прячется вот под такими вот деревьями. Это моя новая удилка. Баланес Light F500 в росте 5 метров. Я приняла решение ее купить, потому что когда-то увидела видео у Норманда Гробовскиса, и мне захотелось точно такую же снасть. Катушка у меня не свойственная для поплавочной удочки. Мне сказали, что вообще это перебор для такой уделки, но мне захотелось получать нереальное удовольствие от рыбалки, от поплавочной ловли, и я купила себе катушку Daiwa Legalis LT3000. Леска основная здесь, если я не ошибаюсь, я уже забыла, по-моему, 0,2 или 0,22.
Я брала эту удочку непосредственно для речной рыбалки, но пока на реке еще не было с ней, и приняла решение оснастить ее на карпа. У меня идет огруженный 3-граммовый поплавок. Такие продаются, они стоят дороже, чем обычные поплавки, но вам не придется ничего настраивать, кроме того, чтобы потом просто-напросто накинуть подпасок, так, чтобы было удобно именно вам. По снасти у меня идет резиновый стопорок вверху. Следующий у меня идет поплавочек. Он скользящий. Опять резиновый стопорок и 2 вот таких вот подпаска. Огружаю я таким образом, чтобы когда грузики вот эти вот 2 стоят на дне, был виден только кончик вот этого вот поплавочка. При поклевке он выходит вот так вот наверх, либо сдвигается, ну, в зависимости от того, на какую рыбу вы пойдете рыбачить. Здесь карп, в основном масса его клюет до килограмма под кустами, поэтому у меня 0,14 леска, которая уже изрядно потрепалась, между прочим. Вот здесь вот так вот проводишь, и она шершавая. Уже вот этот вот поводок стоило бы заменить. Но мы сейчас попробуем еще немного половить эту рыбку. И 16 номера карповый крючок из серии Owner C2 или C5, если не ошибаюсь. Забрасываю прямо под кустарич. И еще один карпушка. Я, кстати, заметила, ребят, что ему нравится брать практически сразу после заброса, то есть на брюх кукурузы. Поэтому я специально накармливаю кукурузой, чтобы она так осыпалась, привлекая его внимание. Оп. Есть еще один. Тузовища. Поклевка была еле заметная. Опа. Клюет практически вот. Только успевай подкармливать, чуть-чуть подбрасывать это. И постоянно рыбка поклевывает. Хорошенькая такая. Сазанчик. Так забрасываешь, и где-то минут 5 нужно подождать. Вижу, как он поднимает поплавок. Он его поднял. Я уже 100% знаю, что там рыба есть.
never walk alone on your way to being free. We're only human. We're only human. But you can never walk alone on your way to being free. We're only human. We're only human. We're only human. But you can never walk alone. You can never walk alone on your way to being free. We're only human. But you can never walk alone on your way to being free. We're only human. We're only human. But you can never walk alone on your way to being free. Когда я сюда вернусь, у меня снова клюнет карп, и, скорее всего, не один. On the way to being free. Ну что, занимательная рыбалка на карпа сегодня с удочкой получилась. Наконец-то я разловила свое новое удилище. Сегодня ловила я на крючок вот такой вот овнер 16 номера, серия C5. И мне хватило вот такой вот лески 0,14 миллиметров овнер Бред. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что смотрите, естественно, мой канал. Кто еще на него не подписан, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Впереди еще лето и, конечно же, много рыбалок. Пока!